Доброго времени суток, с вами проект Power Device, и мы продолжаем улучшать наши Android-телефоны. В телефонах Apple давно есть такая функция, которая связана с жестами. При шаге назад она позволяет смотреть, что будет на следующей странице. То же самое в айфонах происходит при шаге вперед, что очень удобно. В коротком ролике вы только что это видели, и как я сказал, компания Apple давно сделала такую фишку. Не знаю, почему разработчики Android до сих пор не внедрили такую фишку. А если быть точнее, то такая функция на самом деле уже заложена в наши телефоны. Но далеко не все приложения ее поддерживают. Чуть дальше в ролике я покажу, что я имею в виду, а я имею в виду всю систему Android. А пока что я обнаружил, что в браузере Chrome можно уже сейчас включить такую функцию. Я ее потестировал, она очень удобная. Работает это следующим образом. Действительно очень удобная функция, ведь Apple не идиоты, чтобы внедрять ее во все айфоны. И делать это уже достаточно долгое время. Мало того, что перелистывание страницы экранов становится более плавное, но самое главное, вся суть заключается в том, что когда вы пролистываете вот таким образом, вы видите, какая страница там открывается, куда вы сейчас придете. Это можно делать как вперед, так и назад. И если, например, вы начинаете сдвигать страницу и видите, что та страница, которая под ней вам не нужна, вы можете просто вернуться обратно. Это, например, удобно, когда вы уходите вот так с сайта. Вы видите, что вы уходите с сайта, поиск нам не нужен, мы просто возвращаемся назад. На практике это очень удобно. На этом телефоне данную фишку я еще не активировал. Если мы зайдем в тот же Chrome, начнем вот здесь сверху совершать такие же жесты, то мы просто будем перепрыгивать со страницы на страницу. Вот так. Понимаете, в чем разница? Естественно, обычные жесты вот такие делают то же самое. Мы просто перепрыгиваем назад. Итак, сейчас покажу, как эту фишку активировать на ваших Android-телефонах. В первую очередь рекомендую зайти в Play Market. В поиске пишем Chrome, находим такое приложение и обновляем, если на него есть обновление. В общем, Chrome мы обновили, если обновления не было, ничего страшного. Заходим в браузер. Теперь нажимаем вот на эту строку, должна открыться еще одна вот такая строка. Теперь сюда нужно вставить вот такую команду. Данную команду оставлю в своем телеграм-канале, ссылка будет в описании, чтобы вы правильно ее скопировали. Вставили ее в эту строку, нажимаем «Перейти». Попадаем в экспериментальные функции. Теперь вот здесь в поиске начинаем писать по-английски. Back, косая черта, forward. Когда вы начнете это прописывать, появится нужная команда. Вот она. По умолчанию у всех включен дефолт. Включаем Enable, то есть активировано. Перезапустить. Далее заходим на любой сайт, я просто прописываю Xiaomi в поиске и захожу на любой сайт, неважно на какой. На сайте нажимаем еще на какую-то ссылку, чтобы продвинуться дальше. И теперь смотрите, если вот здесь я делаю шаг назад, то у меня активируются обычные стандартные жесты моего телефона. А если жест я делаю вот здесь сверху, то происходит следующий эффект. Теперь, как я говорил ранее, если вы просматриваете какой-то сайт, вы можете вот таким образом шагать назад. И, например, если вы видите, что после этой страницы вы уходите с сайта, вы можете вернуться обратно. Это очень удобно. И при этом анимации становятся более приятные. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Power Device, чтобы не пропускать интересные фишки. Также у нас есть канал с обоями, где выкладываются очень качественные обои, регулярно. Все ссылки будут в описании. Друзья, в начале ролика я говорил вам, что покажу такую функцию с жестами, где она скрыта в системе Android и для чего она там есть. Сейчас расскажу. С браузером Chrome, конечно, все очень интересно, но в айфонах такая функция предусмотрена во всем меню. Например, если мы в меню переходим в какую-то настройку, то возвращение назад на iOS будет выглядеть точно так же, как в Chrome. К сожалению, на современных Android-телефонах такая функция в меню не предусмотрена.
Хотя, например, разработчики Xiaomi могли бы это легко реализовать. А вот разработчики Android уже давно предусмотрели такую функцию. Только работает она в некоторых приложениях. Смотрите, если мы зайдем о телефоне, по версии iOS кликаем много раз, мы стали разработчиком, идем вниз, расширенные настройки для разработчиков. Здесь также идем в самый низ. Теперь начинаем потихоньку подниматься вверх. Находим такую функцию анимации подсказки для жеста назад. Если активировать эту галочку, то именно эта функция, которую я показывал, может активироваться в некоторых приложениях. Но смотрите, когда я включаю галочку, здесь есть пояснение. Для того, чтобы это включить, нужно установить значение true для следующей команды в файле манифеста приложения. В общем, суть в том, что если разработчики каких-либо приложений вкладывают вот такое вот значение, то при активации данной галочки будет работать эта функция с жестами. Надеюсь, я понятно все объяснил. Подождем, когда разработчики Android сделают такую функцию в основном меню и так далее. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, поддержите канал комментарием, не забудьте подписаться на мой Telegram. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.